Мышка ждет. Добрейшее утро, мои прекрасные люди. Мне кажется, это уже традиция заваривать чай перед каждым разговором с вами. У нас 7 утра, и если вы думаете, что я всегда просыпаюсь в таком виде, и с самого утра уже такая собранная при наряде, то нет. Сегодня просто утром мы должны поехать сделать пару документов. Прошло уже около 2 недель, как мы живем в новом доме. Я уже практически привыкла. Это абсолютно не тот образ жизни, который у меня был до, потому что здесь более такой расслабленный, загородный вайб, атмосфера. Ваша бабка просто решила подучить молодежный сленг. После прошлого видео я получила огромную, сильнейшую обратную связь касаемо моих отношений, потому что я часто стала упоминать Даню, Даня, мы с Даней, мы едем, мы что-то готовим, мы что-то делаем. Кстати, если хотите подкаст про отношения и мои принципы, как я это вижу, мнения, правила, которые я сформировала для себя и какими я в целом вижу отношения, я не хочу говорить здоровые отношения. Это, кстати, тоже интересная тема, понятие здоровых отношений и что это вообще такое, потому что мне кажется, правил здоровых отношений нет. Есть базовые принципы и ценности пары, которые у каждой пары разные, которые каждая пара формирует самостоятельно. В общем, я не буду уходить в эти дебри. Если вы хотите такой длинный подкаст со всеми моими мыслями, ставьте палец вверх и будем болтать. А вообще мы по традиции ускоряемся. Кстати, хотела вам показать еще одну классную штуку, потому что я говорила вам, что у нас был месяц такого зожного эксперимента, который после переезда пошел немножечко под откос, но мы пытаемся это вернуть. Мы пытаемся выстроить заново наш режим. Хочу вам показать одну очень классную штуку, к которой я вернулась где-то спустя 5 лет, потому что, когда я училась в школе, в университете, это то, что присутствовало в моей жизни каждый день. Показываю. Планер. Я показываю вам чисто разворот, но вот именно такая схема планирования по дням на одной странице и небольшие разметки для супер важных дел, которые 100% нужно не забыть. Он всегда лежит на столе, поэтому он всегда на виду, всегда перед глазами, и это очень сильно облегчает жизнь. Вот такой вам небольшой и очевидный в какой-то мере лайфхак, но если вы склонны к распылению своего внимания, даже в паре, знаете, вот когда вы кучу всего напланировали, можно туда поехать, можно то сделать, можно туда пойти, а потом со временем это все забывается, либо даже не в паре, а просто вы как человек довольно ветреный, вам сложно держать внимание, концентрацию, планер всему голова. Здесь могла бы быть классная реклама, но на самом деле вы можете купить обычный блокнот и точно так же его расчертить. Фотографию конкретно этой разметки я оставлю в Телеграме, поэтому если вам понадобится пример, добро пожаловать. Совсем недавно я открыла для себя консервированный тунец. Это божественно. Честно, это божественно. Я искренне не понимаю, почему раньше не обращала внимания на этот чудо-продукт. Сейчас он ежедневно в моем рационе, в салатах, на хлебушке, с крупами и чудесно сочетается с авокадо и зеленью. Перед вами главная подлиза года. То, как он выпрашивает еду со стола.
Спустя определенное количество дней в Польше я обязана была стать официальным налогоплательщиком. И я просто не могу не сказать, что здесь работают самые милые, самые добрые люди во всем мире. Мы быстренько справились. Погода просто чудесная, такое легкое солнце, прохладненько, поэтому сейчас кроссовки в руки и бегать. Угадайте, кто погрыз мою любимую скакалку. Для бега я использую приложение Adidas Running. Оно очень удобно в использовании, очень классный интерфейс, плюс тут можно ставить цели, хотите ли вы только бегать, либо заниматься любой активностью, и можно ставить цели на калории, на дистанцию, на выносливость. Очень классно, что есть карта, можно смотреть маршруты. Намного больше, кстати, нравится мне, чем Nike. Аж хорошо на душе стало. Правда, парит ужасно. Походу, будет снова дождь. Я решила перебаривать свои комплексы и никак не подкрашиваться, не укладываться перед съемкой, а просто приучать себя брать камеру и снимать все как есть. На моем лице вы можете наблюдать всю непредсказуемость нашей погоды, когда в один момент льет дождь, а через 5 минут пекучее адское солнце. Даня говорит, что я похожа на пиццу пепперони. Это упражнение мне посоветовал косметолог. Дядя Сэм, я тебе верю. Показываю вам одно из самых лучших средств для зоны декольте и шеи. Если у вас начинают появляться такие заломы на шее, с возрастом они, мне кажется, проявляются у многих, по-моему, они еще называются кольца Венеры. Вот эта штука на ночь, либо просто даже днем, меняет ситуацию на до и после. Главный обозреватель тоже в теме. Мне его посоветовал врач против дерматита. Дерматит я вылечила, продукта осталось очень много, и я стала использовать его на ежедневной основе для увлажнения тела. Ну и раз мы с вами пошли по уходу, вот эта вот линейка шикарна. Шикарно. У меня шампунь, кондиционер, энзимный пилинг, маска. Если у вас чувствительная кожа головы, он идет с чайным деревом, очень классно успокаивает. Кто интересовался, как там наш переезд? Как-то так. Вы бы знали, как я жду этот день, когда нам наконец освободят каморку, и туда можно будет снести все коробки, зимние вещи, часть гардероба, потому что настрой на этот дом у меня серьезный. Я хочу здесь минимализма, не хочу его захламлять, и этот визуальный шум меня немножечко подбешивает. Вот. Мягко говоря. Здесь у нас главный обитатель. Переезд — это всегда новый этап, и в такие моменты я часто думаю о свободе, не только в быту, но и в работе. Очень здорово, когда можно не зависеть от офиса, выбирать свой график, работать из любой точки мира. И вот если вы тоже об этом задумывались, ловите супервозможность от школы дизайна Юдаев School, которая запустила бесплатный 5-дневный курс по дизайну с нуля. Всего лишь за 5 дней вы создадите 4 работы в портфолио, изучите программу Figma, анимацию, основы дизайна, и самое главное, узнаете, как искать первых клиентов. Обучение проходит с личным куратором, реальные разборы, и все это абсолютно без вложений. Юдаев School выпустила уже более 7000 студентов, а реальные работы студентов бесплатного курса выглядят очень профессионально. Школа имеет доступ к базе, где каждый день появляется более сотни новых вакансий. Поэтому без заказов сейчас никто не останется, потому что дизайнеры нужны любому бизнесу. Если вы давно хотели сменить профессию, либо же попробовать фриланс,
Это очень удачный старт. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь, пока есть места, и попробуйте себя в новом творческом направлении. Я немного поработала. Сейчас мы поедем на встречу с друзьями, и я буду за рулем, потому что мне нужно привыкать к вождению во Вроцлаве. Кто не знал, у меня есть права с 18 лет. Я даже научилась ездить на механике, чтобы вы понимали. Но дороги во Вроцлаве — это для меня что-то с чем-то. Во-первых, очень много трамвайных путей. Во-вторых, они довольно-таки узкие. Я к этому не привыкла, и я не могу обогнать какую-то машину, я всегда стрессую. Плюс габариты машины. Она очень длинная, мне иногда кажется, что это какой-то лимузин, и я стала одной из тех девушек, которые, знаете, затормаживают перед следующей машиной за 10 метров. Я постепенно восстанавливаю свой режим, потому что переезд немножечко меня подшатнул, скажем так. Я перестала ходить на тренировки, вместо этого я выхожу бегать. Знаете, ощущение, будто бы у тебя в один момент такой взрыв дофамина. Единственное, что я хочу наладить, это питание, потому что я стала снова есть меньше белка. Когда я не добираю белок, я хочу сладкого. Я сладкое не ела на протяжении 1,5 лет. И вот буквально последние 2 недели, когда пошел весь этот хаос с переездом, я стала питаться так же хаотично, какими-то перекусами, какими-то снеками. Прикольно ощущается в моменте, но это не работа на длинную дистанцию. Я с возрастом, скажем так, стала уже смотреть на долгосрочную перспективу. И какие-то вещи, которые просто в моменте меня радуют, знаете, там на час, на 2, они для меня с каждым днем все меньше и меньше ценны. К нам сейчас приедет курьер, привезет кофемашину. Тем временем я, которая 2 часа назад рассказывала вам про то, что хочу отказаться от кофе, от сладкого. Но, честно, девочки, с таким климатом мое давление находится где-то в подземелье. Что самое интересное, у меня всегда были капсульные кофемашины. И для всех кофеманов, истинных кофеманов, это как некая пытка. Я этого не понимала до недавнего времени, но спустя длительный период, как я перестала пить кофе и потом заново его попробовала, это был кофе из Старбакса, а я раньше считала, что кофе из Старбакса — это что-то вау. Нет. Я нашла буквально несколько кофеен во Вроцлаве, где стоят профессиональные большие кофемашины, и это небо и земля. Delilah, why you wanna bring me so? Delilah, why you wanna bring me so? I can tell you've been mixing from the start. You've been giving, ain't so dangerous. Have you played enough? Know me straight enough, know me waking up. Fine girl, she want me, give her my love, only till my love. She got me, she do me that, she do me. Fine girl, she want me, give her my love, only. Нашла очень симпатичное место. Даня пока играет с ребятами в волейбол. Я такое не очень люблю, поэтому у меня есть 3 скачанные книги. Капучино. Вот такой набор мы имеем. Я выбрала себе козырное место. Vamos a celebrarlo tú y yo, Vamos a brindar por el amor que tuvimos, Inmediatamente, bregando con los llaves del amor de mi mente. Siempre es tú, porque mientes. Un tiro al corazón, no, se me dio. No vuelvo por amor, vuelvo por pensar en ti, pensando en ti. No vuelvo por amor, vuelvo al sentido de ti, pensando en ti, en ti, en ti, pensando en ti. Приехали домой жутко голодные, и было бы преступлением не воспользоваться духовкой, так как крайние полгода мы справлялись без нее. На мне овощной салат, на Дане гарнир и курица. Рецепт салата оставлю где-то тут. Спойлер, очень-очень-очень-очень-очень-очень вкусно.
hacia la felicidad. Como una luz fugaz. Un instante que se va, que se va. Trato siempre de pensar en el... У меня возникла гениальная идея. Если вы помните, я играла в теннис на протяжении 2 лет, каждое лето. Дэви, не надо. Потом появился падл. Все эти молодежные тренды. Вашей бабке только цветы и помидоры выращивать. Ну, в общем, повелась я на эту штуку. И в итоге все забросила. Да, финита ля комедия. В чем дело? Вы просто посмотрите на его взгляд. Я никогда не видела у животных такого взгляда. Он настолько глубокий и человеческий, что ли. О чем я говорила? Про теннис, да. Мне не хватает по ходу активностей, и я пытаюсь на максимум брать все от нормальной погоды, вот эти вот промежутки, когда нет дождя. Корт для тенниса, к сожалению, мы уже не забронируем, потому что уже довольно поздно. Но, есть бадминтон, который продается недалеко от нашего дома. И есть парк, куда мы тоже собирались сходить, потому что он находится довольно близко. Мы как-то проезжали мимо него, там очень уютно, симпатично, есть небольшой пруд, там люди плавают на сапах. Кстати, к этому мы еще вернемся. Давайте дождемся нормальной погоды. Краткий гайд, как выбесить мужчину за 5 минут. Что ты еще ищешь, скажи? Мнение. Имба. You and me, just a walk in the park where the world fades and we're leaving our marks. They try to hold me down, tear me apart, but with you, baby, nothing seems so hard. They said I'll never make it, that I lost my spark, but you're the small compass guiding me through the dark. Stumble and trip, yeah, I made a mess, but with you, every day's like this. Every step we take, we're turning the page. With you, I'm out of my cage, feeling all the rage. Men used to talk, but now they stay quiet. 'Cause with you, I don't need to start a riot. You inspire me to dream, reach for the sky. Know my limits, though I ask you why. In a world so cold, you light up the spark. With you, baby, it's just a walk in the park. Еще я сегодня хотела успеть на формулу с Брэдом Питтом, но, к сожалению, уже не было билетов. Поэтому сейчас мы будем смотреть «Мастер игры», какое-то реалити-шоу. В общем, под конец дня я просто хочу подеградировать и поесть арбуз. У меня был план, и я его придерживалась. Давайте назовем это балансом. Потому что вся эта эра продуктивности, я так задолбалась, если честно. И вот я только недавно стала приходить к мысли, что самое важное — это просто каждый день что-то делать. Вот вы чего-то хотите, вы каждый день должны сделать хоть какой-то масипусенький, крошечный шаг в эту сторону. Я думаю, это то, о чем я говорила в середине видео, про долгосрочную перспективу. И не загоняться. Вот. Секрет счастливой жизни.